Ребята, всем привет! Игра по рукам, игра с рук. Это такая система занятий, когда они изучают даже элементарные нотные грамоты, показывают, на какую ноту нажимать, и так учат механически запоминать произведения. И все бы ничего, если это было бы только хобби, если только для себя, если просто душа тянется к музыке и времени просто на большее нет. Но дело гораздо серьезнее, потому что таким образом обучают за деньги годами, если этот глагол вообще здесь применим. Таким приемом пользуются официально в частных школах, в студиях, ну и пользуются различные забегаловки в Инстаграм под рекламными вывесками а-ля «Научим играть ваши любимые композиции за короткий период». Или, допустим, под такой вывеской «Через 3 месяца обучения в нашей школе в вашем репертуаре гарантированно будут 10 знаменитых композиций». Ну, вы понимаете, да, если кто знаком с ситуацией. Учат как детей, так и взрослых, открывают филиалы в разных городах. Я сама лично видела программу обучения одной из таких школ, которая по сей день функционирует уже несколько лет в моем городе. И оплата за месяц там очень и очень большая. Просто за известное имя ее директора. Когда меня пригласили туда работать, и я ознакомилась с программой, я позже о программе расскажу, я, честно говоря, почувствовала себя в сумасшедшем доме. И эта школа вообще далеко не единственная. Каждый месяц они проводят отчетный концерт в торговом центре для привлечения все новых и новых дурачков. Ученики же показывают там результат, как они запомнили, куда нажимать. Давайте будем называть вещи своими именами. В программе школы ограниченное количество композиций, ведь только на их показ есть план разучивания. Ну, больше типа и не нужно. Но вот в чем загвоздка. С каждым разом по-хорошему надо выбирать все более и более сложные произведения, точнее мелодии из фильмов, саундтреки. То есть уровень нужно усложнять. Но система работает таким образом. Ловят на живца. В тот момент, когда человек пришел учиться, пока человек, как говорится, горит, рубят капусту с него, обучая с рук как раз. А потом, когда уже сложно запоминать просто визуально вот это вот показанное, все, гуляй, Вася. Раз, мол, ты не тянешь, роста нет, значит, ты сам дурак. Все. Ученик сдается, он бросает, конечно, никто его не уговаривает, зная, что дальше давать ему просто нечего. Надо его убирать, ведь просто его время пришло, заводите следующего. Ученик уходит уверенный в своей никчемности, но с набором из 15 мелодий по рукам, которые он совсем скоро просто забудет, а повторить он их не сможет, потому что поставщика нет. У всех учеников подобных школ, как правило, композиции одни и те же. Для проформы, для вида иногда дают выучить ноты, то есть название и расположение, показывают основные длительности, показывают паузы, но только теоретически, не более. Никто объяснять их взаимосвязи вам не будет. Просто чтобы успокоились те, кто начал вдруг подозревать, может быть, неладное, кто волнуется за наличие базовых знаний. По логике сомневающейся стороны, к примеру, родителя, знать, чем отличается 8-я нота внешне от половинки, это, в принципе, достаточно. Большего не нужно. И родители перестают переживать, зная, что вроде бы базовые знания даются. Ну а далее все только по рукам. Иногда записывая в простую школьную тетрадку, куда, собственно, нажать. Знаете, это бизнес на дурости. На дурости клиентов, которые все равно не поймут, что их дурят. Бесполезно объяснять. Но вот от незнания и промывания мозгов такими школами, хотя называть эти забегаловки так и близко, наверное, нельзя, от подогревания интереса аналогичными приемами показа на YouTube-каналах, опять же, да, люди и недоумевают, зачем музыканты так долго учатся.
Зачем мне вообще все эти знания? Государственная музыкальная школа. Какие все дураки? Зачем они учатся там базе 7 лет? Ведь я за 2 недели научусь играть к Элизе Бетховена в частной музыкальной школе под названием «Я виртуоз». Мне очень часто задают подобные вопросы, и я хочу некоторые из них привести. Например, я год назад начал учиться играть на фортепиано. Мне очень нравится музыка. Но, к сожалению, руки не так быстро понимают, как играть. Пока пьесу сыграешь, чтобы она звучала более-менее, нужно немало времени потратить. Что мне делать? Или вот еще. Пока я не услышу чье-то исполнение, я не понимаю, как должна звучать мелодия. Я не могу представить звуки, которые стоят за нотами на бумаге. 2 года отучилась с частным репетитором. Или такой. На одном форуме женщина 5 лет занимается фортепиано в музыкальной школе для взрослых, а с листа играть так и не научилась. Ее это очень напрягает и мучает теперь. Ну, это она герой. Столько отзаниматься без умения читать ноты. Такое сообщение. На себе ощутила весь ужас неумения читать с листа. Все приходится играть по памяти и держать все выученные произведения в пальцах, боясь их забыть. Память далеко не юношеская и тем более не детская, приходится ее напрягать, а это очень тяжело. Многократно проигранные произведения, чтобы просто их не забыть, надоедают, перестают нравиться. Ну и последний пример сообщения. В моей музыкальной школе педагоги этому не уделяют должного внимания, то есть изучения нота. А у учеников не хватает мотивации или времени. Думаю, этих примеров достаточно для понимания проблемы, а далее я уже объясню свою позицию по данному вопросу. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Образовательный процесс должен начинаться с обучения чтения знаков в нотном тексте. Это и есть самое элементарное умение, как чтение текста на иностранном языке, который вы изучаете. Руки без знаний ничего сделать не смогут. Игра по рукам, как бы держа в пальцах и боясь забыть произведение, лично для меня это не игра, не навык и даже не умение, а чистой воды циркачество так на один разок, и польза от такой игры ноль, развитие ноль, творчество ноль, искусство ноль. Вроде и дураку понятно, что это не образовательный процесс, но сторонников убеждения, что этот способ обучения ничем не хуже вашего там многолетнего процесса, становится все больше и больше. Способ нажимания, ну то есть современный, мол, прогрессивный метод, это трата времени. И в принципе много ума не надо. Так можно научить играть даже курицу. Не зная ноты длительности, не умея их читать и считать, как горизонтально-построчно, так и вертикально обе партии правой и левой рук. Без динамики, без передачи различных качеств звукоизвлечения, без работы над своим пианистическим аппаратом. Я уже молчу о работе с педалью, о качестве вашего звука, что тренируется различными видами прикосновения, а это уже относится к технической работе и тому подобное. А если, не дай бог, такой образованный в кавычках пианист забудет какой-то ход пальцев в пьесе, то что делать? Куда, извините, нажимать? Ко всему прочему, такой ученик зависим от своего поставщика движений, педагога. Ведь самостоятельно разобрать и разучить музыкальное произведение он не способен. Этим и отличается профессиональный подход, в котором вообще нет границ, и ограниченный, обезьяний, вечно с какими-то либо условностями. Не могу это, не могу то. И друг друга мы, возможно, никогда не поймем. Ведь способы обучения профессиональной направленности и промывания мозгов системой последователей игры по рукам вообще полярно разные. Второе, ага, да, легче, напрягаться не надо. Но считай, что таким способом выйдет маломальский музыкант, что так обучались крутые музыканты, вообще бред. Изобретение велосипеда для того, чтобы перехитрить время, трата вашего времени. Здесь вопрос в качестве ваших знаний, игры. А навык нажимать можно привить кому угодно. Ну а если копнуть поглубже? А репутация такого ученика музыкальной школы? А ведь им еще и корочки об окончании дают. Это похоже на то, как если бы вы читали только комиксы с чашкой какао, укутавшись в плед, но везде трезвонили бы, что вы книжный червь. Двуличный подход.
Ведь вы любите в таком случае только атмосферу. А ведь обязательно произойдет момент резкого обрыва в вашем обучении, о котором я рассказывала, и деградация, если вы полагаетесь только на мышечную память, имея пустую при этом голову. Скорее вы начнете винить или себя, что не доучили, как положено, или педагога, что плохо показывал. Но так построен весь этот бизнес. Это идея такая – выдавать эффект от прикосновения к прекрасному за образовательный процесс. Этот процесс принесет лишь краткосрочный результат, если его вообще можно назвать результатом. А что там за корявость музыкального воспроизведения? Это же очевидно. И, мол, итогом все же является сыгранная песенка в самой убогой аранжировке, которую слепили на скоряк. Без элементарных гармонических знаний этот же ученик не сможет даже немного перегармонизовать эту же самую мелодию. Без базовых аппликатурных пианистических знаний не сможет взять для себя же удобно аккорды. Я не говорю уже о работе с педалью, качестве звука, беглости и силе пальцев. Здесь он беспомощен напрочь. И это факт. Что такое настоящее обучение? Да, на каждом этапе могут использоваться одни и те же слова, фразы и целые предложения педагога для описания проблем. Но смысл их со временем для каждого отдельного произведения будет меняться. Объем памяти, который человек использует для выполнения одной задачи за инструментом, к примеру, для исполнения сонаты, просто слишком маленький, чтобы разместить в нем все необходимые компоненты игры. Поэтому опытные пианисты делят задачи в исполнении конкретного произведения на две папки – сознательные и бессознательные. Какие именно компоненты вы собираетесь хранить в сознании – ваше дело. Можете позволить всем эмоциональным аспектам проходить интуитивно и сосредоточить свое сознание на достижении, к примеру, правильной аппликатуры в конкретном трудном пассаже. Или вы можете позволить бессознательному заботиться об аппликатуре и обратить ваше внимание на выразительность пьесы. Вы можете даже позволить бессознательному делать всю работу и перейти в состояние транса во время игры. И в конце концерта вы даже не будете помнить, что происходило на сцене. Но чтобы все произошло без эксцессов, перед этим происходит кропотливая умственная работа с нотным текстом. Ничего, совершенно ничего с потолка интуитивно не приходит. Приведу примеры. Например, аппликатура. Она уточняется сразу и железобетонно. И для каждого конкретного произведения совершенно математически и физиологически разъясняется. К тому же она может быть пианистически удобной и неудобной. И исполняется она в 100% точности каждый раз, после того, как вы ее для себя создали. Либо играете редакторскую или авторскую. Ее неожиданное изменение для исполнителя впоследствии может нести за собой несостыковки в воспоминаниях, мышечной моторной памяти – и как результат неудобства для исполнителя, так как руки аппликатуру мышечно запоминают и потом ее очень неудобно переучивать. Конечно, можно, но это двойная работа. Педаль не просто момент удлинения звучности аккорда и тому подобное. Или тупое замазывание сверху, как сметаной, обертонов. А определенная необходимость в звуковых эффектах только там, где это действительно предусмотрено, где действительно это нужно. А правильное и художественно оправданное владение педалью – залог хорошего вкуса и тонкой передачи всех художественных задумок автора. Это передача всех красочных воздействий, которые он задумал. Искусство владения педалью – это не просто нажал, снял. Ее грань крайне тонкая, ее звуковые возможности безграничны. Поэтому обучение педалированию – это одна из последних ступенек к мастерству. Сыграть произведение – это не моторно нажимать клавиши там, где это необходимо. И никакие движения души вообще никак не помогут. Это совершенно обыденный зрительский эффект на слушателя, который производит профессиональный пианист, когда слушатель считает, что пианист такой сам по себе талантливый, и играет он от души, что душа поет у него,
и по наитию он все сам, все свыше, все от боженьки ему далось. Нет. Каждое движение, поворот, поднятие руки, поворот тела, подскок на стуле, нажатие, снятие педали, поворот локтя, даже положение ног и наклон на ту или на другую ягодицу при исполнении конкретного произведения несет в себе определенную, очень четко продуманную задачу. И если цепочка порвется, если что-то пойдет не так, если что-то не будет соблюдено, игра станет другой. Все отточено, как у фигуристов на льду. И любая помарка, любое другое движение на сцене может стать фатальным для исполнителя. На лице пианиста может быть пасторальное умиротворение, но в голове у него точное распределение физических сил и тонкий расчет. Учить произведение не значит запоминать технически какой-то набор движений. Предварительно необходима тонкая звуковая художественная отработка. А культура и качество звукоизвлечения – это самое важное, это и есть пианизм, это и есть искусство. Для овладения этим искусством начинают учиться играть. Это вас и развивает. В противном случае это так, скудоумное нажимательство. Знаете, я еще в самом начале своей педагогической жизни усвоила, что не надо эмоционально обманывать людей. То есть формально ты, может быть, их не обманываешь, но созданием такой вот иллюзорной надежды можно манипулировать человеком. То есть тем самым обманывать его в эмоциональном плане. Так и делают такие школы и студии. То есть тот же грех обмана, но в профиль. Чтобы чему-то научиться, нужно провести очень много работы над собой. Но вот именно вот это обилие сложностей и ширина охвата, ведь это и наука, это и искусство, это и мировоззрение, и самосовершенствование. Вот это все и позволит проявиться личности, это и позволит проявиться характеру. Кто-то сейчас может расстроиться, да? Кто-то так и будет отрицать очевидное, а кто-то, наверное, будет отвергать. Просто непонятно ему. А кто-то просто свыкся, так как считает такой метод новым эталоном пианистического обучения. Ведь, знаете, широта охвата вне официальных источников методической информации, она вообще перешла все границы. И только расширяет горизонты, я бы сказала, даже такого деградационного влияния на умы вновь прибывших в музыку. Как это можно не видеть? Сейчас, знаете, поддерживающим такую систему, конечно, удобнее. Удобнее дальше делать вид, ведь она гораздо проще. Ну, а продолжающие учиться так и будут это делать под лозунгом из признания Пушкина: «Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». В принципе, на сегодня у меня все. Если у вас есть какие-нибудь интересные мысли по этому поводу, оставляйте их внизу, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, кто со мной не согласен, кто продолжает учиться под этим лозунгом. Всем пока!